Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодняшний герой нашего видеоролика – это Антуриум юта. Назовем его так – потерявшаяся посылка. Это растение находилось в пути 20 дней. Хозяйка выписала растение издалека. В пути растение потерялось. Я представляю ужас и отчаяние покупателя. Но тем не менее, растение нашлось. И выглядит, скажем так, довольно-таки неплохо. Давайте посмотрим на листовые пластинки растения. Обратим внимание, сразу надо проверить на предмет вредителя. Скажу, я изначально осмотрела все листики внимательно. Вредителей здесь нет. Но сверху растения видно вот такой налет. Это, видимо, продавец перед транспортировкой обработал растение. Скорее всего, использовал какой-либо биостимулятор. Далее, что у нас здесь? Здесь у нас пятна. Здесь, наверное, вам сейчас будет видно лучше вот на этом листочке. Посмотрите, эти пятна свидетельствуют о нестабильных условиях и также о загнивании корневой системы. Что же у нас там внутри? Давайте-ка мы вместе с вами посмотрим. Так вот, чуть-чуть помнем горшочек, чтобы он проще выскочил из горшка. Так, извлекаем. Оп, убрали. Убираем грунт. Грунт легко убирается. Здесь, конечно, очень похоже на грунт второго состава, но тем не менее фракция, как мне кажется, несколько мелковата. Далее смотрим. Грунт у нас подсох во время транспортировки. Вот. Он еще как-то так более-менее во влажном состоянии находится, поэтому довольно-таки легко убирается с корней. Но сильно почищать не будем. Вот здесь уже у нас и так наблюдается, как видите, нижняя часть. Вот корни все у нас здесь, наверное, подсохли, скорее всего, а здесь началось гниение. И с этой стороны. Это как раз вот нижняя только часть. Вот смотрите, тоже высохли корешочки. Жалко, конечно, хорошие были. Здесь уже тоже хочу обратить ваше внимание, вот такие пятна на корнях, это уже свидетельствует о том, что процесс гниения начался. И такие корни, конечно, лучше не оставлять. Я предлагаю отрезать низ у растения и вот где-то примерно оставить вот так вот, наверное. Резанем здесь, смотрите, вот один корешок, только кончик чуть-чуть у него. Это здесь. А здесь вот тоже, кстати, надо будет обрезать. Посмотрите, вот сначала вроде как край розовенький такой красивенький, а кончик у нас весь гнилой. Давайте сразу его обрежем, чтобы он нам... И далее уже здесь тоже хороший корешок. Вот он. Опять же от стебелька идет розовый красивый. Здесь он у нас опять же уже гниет. Тоже обрезаем. Смотрим, что дальше у нас. Давайте сейчас, наверное, обрежем низ и потом уже будем разбираться, что с верхней частью, а что с нижней. Обрезаем. Так, это пока отложим в стороночку. Смотрим, что здесь. Здесь у нас поломанный корешок, тоже его убираем. Остальные корешки в хорошем состоянии. Вот видите, кокосовые чипсы хорошо так вот корням прилипли. Здесь, конечно, убирать я их не буду, потому что вот так вот видно, что корешок хороший. Единственное, что вот здесь кончик меня, конечно, очень смущает тоже. Вот так вот его резанем. Далее, что можно сделать с верхушкой?
Сейчас мы уберем сухие чешуйки. Как я и говорила ранее, что убирать их надо очень аккуратно. Вот смотрите, первая чешуйка, а здесь уже у нас вот он, молодой побег. Если мы чуть-чуть неаккуратно это сделаем, мы можем его повредить. Здесь, скорее всего, будет то же самое. Видите, он такой толстенький, пухленький. Ладно, я очищу, потом вам покажу. И вот что у нас осталось с пенька. Здесь, конечно, тоже можно провести эксперимент и посадить пенек, потому что, как вы все знаете, юта это уже довольно-таки редкий сорт. Здесь мы обрезаем вот нижнюю часть, вот эти гнилые корни, оставляем вот молоденькие розовенькие. Так, как бы мне так подступиться к нему. Наверное, оп. Вот, остались у нас хорошие корешочки. Это тоже можно посадить, в дальнейшем вырастет пышный красивенький кустик. Здесь опять же я уберу сухие чешуйки и покажу вам, что получилось. Затем приступим уже к посадке. Я убрала сухие чешуйки со стебелька. В процессе нашла 6 боковых побегов. Вот один. Здесь еще один. Ну и здесь, в общем, в общей сложности их 6 штук. При соблюдении хороших условиях, это высокая влажность воздуха, температура, освещение, при правильном питании, из этого кустика может получиться очень красивое пышное растение. Если, конечно, условия не будут соблюдаться, то, возможно, он так и останется вот таким куцым и некрасивым. Поэтому сейчас мы это растение посадим в грунт второго состава. При посадке хозяйка растения просила добавить у нас микоризу, что мы и делаем. То есть добавляем сюда на дно и сверху устанавливаем нашего страдальца и подсыпаем еще. Вот так. Думаю, будет достаточно. И далее свободное пространство засыпаем грунта второго состава. Корешочков у нашего растения, как вы видели, не так уж и много, поэтому мы садим его в полгоршка. В дальнейшем, я так думаю, оно быстро пойдет в рост, и хозяйка уже сама будет досыпать грунт. Вот, красавчик, смотрите, какой настрадался бедный. Что касается пенечка, я тоже, как вы видели, убрала нижнюю подгнивающую часть, убрала сухие чешуйки. Здесь тоже есть не так много, конечно, но пару боковых побегов я нашла. Вот один из них и один где-то еще здесь в серединке. Мы посадим наш пенечек в мох. Для посадки будем использовать живой мох. Это сфагнум. Помещаем его на дно горшочка. Ложим вот так вот наш пенечек. Хорошенький такой. Тоже в дальнейшем может дать очень много деток. И затем уже, когда они смогут развиваться как самостоятельные растения, можно будет убрать пенек и деток отделить, посадить в отдельные емкости. Вот так вот уложили. Я так думаю, ему будет здесь комфортно. Вот, смотрите. Вот так вот у нас пенек выглядывает из мха. Так, вот. Растения посадили. Растения будут переданы хозяйке с рекомендациями создать для них хорошие условия. То есть это высокая влажность воздуха, температуру. Для этого растения хорошее освещение. Для вот этого растения высокая влажность воздуха. Это обязательное условие, температура. И
сейчас умеренное освещение. Через 2-3 недельки она его может уже поставить под хорошее освещение. Будем следить за нашими растениями, вот, держать вас в курсе о всех развитии этих растений. Мы будем размещать информацию на нашем форуме. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч.